Всем привет! Меня зовут Наталья. Добро пожаловать на мой канал. Путешествуя по модным столицам, фэшн-марафон традиционно стартует с показов недели моды в Нью-Йорке. В нем принимают участие не только местные именитые дизайнеры, но и бренды из других, даже самых удаленных частей света. Именно здесь происходит первое знакомство с основными топовыми тенденциями сезона, которые сегодня и определяют для нас главные тренды весна-лето 2024, а значит и содержимое нашего стильного гардероба. Поэтому, мои дорогие зрители, хочу предложить вам прямо сейчас, отложив в сторону бесконечные домашние хлопоты или рабочую суету, нашу постоянную спешку с целой стопкой неотложных дел и окунуться в мир моды и красоты. Давайте, друзья, сделаем маленький перерыв и вкратце пробежимся по самым ключевым моментам. Не забудьте побаловать себя чашечкой ароматного кофе или горячего чая. Только без плюшек, ведь впереди пляжный сезон. А мы начинаем. Тренд номер 1 – жидкий металл. Это уже даже не тренд, а модная константа. Причем не только осенне-зимнего сезона, как это было раньше, но и весенне-летнего. Металлизированные фактуры явно сегодня в лидерах. На данное модное направление крайне сложно было не обратить внимание. Только вот золото и серебро в прочтении участников недели моды в Нью-Йорке оказалось не жестким и холодным, а мягким и податливым, будто расплавленным. Дизайнеры выбрали текучие силуэты и струящиеся ткани, которые заманчиво переливались на подиуме всеми оттенками золота, серебра, бронзы. И пусть некоторые наряды все еще похожи на доспехи, зато теперь они куда более комфортные в носке. К слову, металлик сиял не только в одежде, но и заманчиво поблескивал в аксессуарах. Эффектные сумки, обувь, ремни, украшения бренды поспешили включить как вечерний лук, так и активно сочетали в коллекциях с базовым образом на каждый день. Другая многослойность. Так я назову это модное направление, которое обычно сопровождает зимний гардероб. Что и понятно, в холода лишний слой теплой одежды будет не лишним. И вот сегодня тренд плавно переместился в коллекции на весну и жаркое лето. Правда, в новом исполнении. Теперь друг на друга наслаиваются исключительно невесомые полупрозрачные ткани вроде шелка, шифона, сетки. Таким образом, дизайнеры достигают любопытного эффекта. Есть намек на наготу без фактического оголения. Самые интригующие прочтения тренда, представленных на фэшн-сцене Большого Яблока модных образов, нашлись у Брэндон Максвелл, Фрэнсис Кулер, Тори Бёрч. И во всем этом наверняка ощущается, дышится легко и непринужденно. Назад в 90-е. Для многих нью-йоркских, да и не только брендов, я уверена, эта фраза звучала как девиз. Во всяком случае, при просмотре очередного дизайнерского шедевра постоянно мысленно отправляешься в прошлую эпоху. Воссоздать дух, стиль, атмосферу тех лет, которые тогда правили бал и на подиуме, и на оживленных улицах города, весьма правдоподобно получилось у домов моды Фрэнсис Кулер, Тиби, Джейсон Ву, Филипп Лим, Коуч. Где будем делать талию? Тренд, как и, собственно, сам вопрос, относится к числу фундаментальных. Ведь мы с вами точно знаем, друзья, именно расположение линии талии определяет весь силуэт и задает настроение образу. Участники показа в Нью-Йорке не пришли в этом вопросе к единому знаменателю, как всегда, разделившись на два противоположных лагеря. В одном из них будто сообща решили, чем ниже, тем лучше. Но не торопитесь, милые дамы, следуя модным тенденциям, носить только свисающие с бедер джинсы, мини в стиле нулевых, словно случайно сползающие широкие брюки или короткие шорты. Тренд проявил себя достаточно скромно и сдержанно. Заниженная талия на этот раз, если и появилась у платья, брюк или юбки, то без крайностей. Причем в одной линейке эти наряды прекрасно уживались с одеждой, где талия была даже немного завышена. Например, в коллекциях под маркой Каролина Эррера, Ральф Лорен. Майкл Корс уделил немало внимания приталенному силуэту.
тоже сделав ставку как на высокую, так и на низкую акцентную линию, чередуя на подиуме самые разные варианты. От кружевной модели, где пояс заметно открывает пупок, до роскошного платья богини. Модный винтаж. Тренд ярко обозначил себя на показе дома моды Coach. Стюарт Веверс предложил на весну тренчи, жакеты, юбки, байкерские куртки с эффектом потертости, а еще стоптанную обувь и тонкий трикотаж. Словно это не новые, а винтажные вещи со своим характером, своей личной историей. Мы будто не желаем с ними расставаться и носим так долго, что одежда буквально расползается по телу и срочно требует штопки. Модная длина. Здесь в первую очередь хочу отметить платье Макси. Еще в прошлом сезоне оно стало топовым трендом, а этим летом Макси продолжает набирать очки популярности и уверенно занимает одну из главных позиций на модном Олимпе. Да, мы по-прежнему, если такая возможность имеется, предпочитаем носить дерзкое мини. А для повседневного аутфита чаще выбираем всегда уместное миди, включая в образ то строгую юбку-карандаш, то очаровательное летящее плиссе. Но длинное платье – это действительно очень женственно, чувственно и просто красиво, что не раз подтверждала в своих коллекциях Уlla Джонсон, дополнительно сопровождая наряды рюшами и воланами, либо предлагая нежное ажурное плетение. Солнечные оттенки. Желтый во всех своих проявлениях всегда вызывает стойкую ассоциацию с жизнерадостным летним отдыхом, теплым солнечным днем, с тихим шелестом волны у прибрежной полосы золотистого песка. И если уж настроение мы создаем себе сами, друзья, то будет не лишним наполнить гардероб одеждой в приятных желтых оттенках. От мягкого сливочного до карнавального неона. Вот такую нехитрую цветотерапию рекомендуют сегодня многие бренды. Одежда для жизни. Один из лучших трендов для повседневной базы. Тенденция заметно обозначила себя еще в прошлом сезоне, а сегодня лишь укрепляет позиции, диктуя четкий курс на минималистичные, без заморочек вещи. Следуя модной тенденции, в коллекциях можно часто увидеть идеальный тейлоринг, прямые силуэты или же перехваченные в талии пояском наряды, практичные комбинации в образе и природные оттенки в цветовой гамме. На неделе моды в Нью-Йорке бренды попытались доказать, что реальный гардероб для жизни гораздо важнее акцентных вирусных вещей. Свои дизайнерские творения они преподносят как городскую одежду для современных женщин. Все как бы понятно, носибельно, никаких аляповатых принтов и разумная дозировка в декоре. Просто и круто одновременно. А еще отлично сыграет на контрасте с более яркими стильными миксами, с добавкой щедрой порции блеска. Ведь мы с вами помним, друзья, о неизменной полярности современной моды, когда в одном гардеробе запросто уживаются строгая невозмутимая элегантность и что-то фестивальное, праздничное, с кристаллами и пайетками. Вот такие они, тренды недели моды в Нью-Йорке. В одном выпуске сложно собрать все подиумные новинки, поэтому более подробный обзор весенне-летней коллекции каждого из брендов вы сможете найти на моем канале. Всем моим зрителям огромнейшее спасибо за поддержку, за ваши лайки и комментарии. Очень важные для меня подсказки, советы. Делитесь этим видео с друзьями и обязательно порадуйте себя модной обновкой. Всем красоты, совершенства, хорошего продуктивного дня, безоблачной теплой погоды и только позитивного, солнечного настроения.